Летом 2025 года инициативы по ухудшению жизни россиян внедряются быстрее, чем мы успеваем их обсудить. Законодатели в Госдуме устраняют последние лазейки, позволяющие хоть кому-то в России не ходить под статьей. А лично Владимир Путин поручает ограничить работу мессенджеров из недружественных стран. Каковым, например, является WhatsApp, который принадлежит компании Мета, а ее российский суд еще в 2022 признал экстремистской организацией. Тогда, 3 с лишним года назад, в России заблокировали другие продукты Меты – Facebook и Instagram, но не WhatsApp. Этим приложением в нашей стране пользуется не просто большинство, а подавляющее большинство граждан. Там и родительские, и домовые чаты, виртуальная переговорная для топ-менеджеров компаний, совещательная комната для мэров и губернаторов. WhatsApp – средство обмена оперативной информацией для полицейских. Это также универсальный ответ на вопрос, как звонить за границу и из-за границы. Единственный способ обмениваться фотографиями с любимой бабушкой. Всеми этими опциями WhatsApp регулярно пользуются под 100 миллионов россиян. Система долгое время не покушалась на комфорт столь большого числа граждан, представителей всех социальных страт. И тут вдруг появляется заведомо непопулярное поручение, да еще и лично от Путина, поддержанное заявлением депутата-единоросса и опытного борца с цифровыми технологиями Антона Горелкина. WhatsApp, говорит, пора готовиться к уходу с российского рынка. Претендентом на долю WhatsApp, как считает депутат, должен стать новый национальный мессенджер Max. Другой единорос Антон Немкин пояснил, присутствие WhatsApp в России – это брешь в национальной безопасности державы. До кучи запретить WhatsApp вслед за Вайбером призвал Артемий Лебедев. Но что Горелкин, что Немкин, что, видимо, и Лебедев, они не проявляют тут собственную инициативу и не ретранслируют просьбы трудящихся. Если WhatsApp действительно заблокируют, произойдет это напрямую по указанию Путина. Для отечественной политической системы это не особенно характерно. Да, в анамнезе у Путина есть крайне непопулярные решения, но они преподносились не как инициатива президента, а как его согласие с предложением профильных ведомств. Например, 21 сентября 2022 года Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба о начале мобилизации. А еще раньше, повышая пенсионный возраст, Путин попросил россиян отнестись с пониманием к предложению правительства Дмитрия Медведева. Потенциальную блокировку мессенджера, даже очень популярного, не сравнить, конечно, ни с тем, ни с другим. Но показателен сам факт. В бытовую жизнь огромного числа граждан лезет сам Путин. Что говорит нам о тех принципиальных изменениях, которые произошли в России за 3,5 года. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании собраны актуальные способы для обхода блокировок, в том числе и Ютуба и всего остального. Это бесплатные способы, которые делает команда волонтеров, которую мы координируем. А спонсор этого проекта — VPN Liberty. У них есть VPN с первым месяцем пробным бесплатно. В России это по-прежнему легально, это никто не запрещает, ни VPN, ни обхода блокировок, так что пользуйтесь на здоровье. Если вы живете в крупном российском городе, то наверняка хоть однажды сталкивались на улице с необычными пикетчиками, держащими в руках флаги в виде георгиевской ленты. Это нодовцы, члены так называемого национально-освободительного движения, которое возглавляет депутат-единорос Евгений Федоров. Нодовцы требуют нацелить российские ракеты «Сармат» на Вашингтон, а также клеймят позором Международный валютный фонд и Федеральную резервную систему США. В том числе и за то, что именно они в 2018 году посмели поднять в России пенсионный возраст. В общем, речь о таком странном политическом движении, кто-то скажет секте, городских сумасшедших и убежденных конспирологов. Казалось бы, зачем их обсуждать? А дело в том, что последние 3,5 года в точности воплощается самое главное требование этих странных людей о наделении Владимира Путина чрезвычайными полномочиями. Беда в том, что источником так называемых чрезвычайных полномочий является чрезвычайная ситуация. Без одного другое невозможно. Командир отделения пожарных не может приказать заливать многоквартирный дом водой и рубить топорами двери, если нет пожара. Вернее, отдать приказ он может, но исполнят ли его подчиненные? А если полезут исполнять, какова будет реакция жильцов дома? Их много, и лучше бы всех сразу не злить. И совсем другое дело – большой пожар. Условия крайней необходимости. Тогда огнеборцам и слова поперек никто не скажет. Аналогия, конечно, не совсем верна, ведь пожарные – последние люди, которым пожары нравятся.
Но можно пофантазировать о некоем брандмейстере, который, с одной стороны, упивается абсолютной властью и возможностью рубить любые двери, а с другой стороны, самолично в огонь никогда не полезет. Мечтой такого человека может оказаться вечный пожар, который не спалит постройку совсем уж дотла, но и не будет когда-либо потушен. Чтобы не заканчивалась движуха, горело все без конца и ширились чрезвычайные полномочия. То же и с войной, в которой с точки зрения высшего начальства победа и поражение одинаково нежелательный результат. Потому что война должна продолжаться, а вместе с ней и режим чрезвычайщины. Здесь еще раз скажем истину, которая неудобна для Путина, и поэтому пропаганда ее всячески обходит. Войну с Украиной Путин может закончить абсолютно в любой момент. И даже в какой-то степени на условиях победителя. Вашингтонский обком при согласии Киева уже давно буквально это Путину и предлагает. Мол, оставь себе то, что уже смог захватить. Да и объяви себя победителем, пожалуйста. Конечно, мы никогда не признаем этого де юре, говорят они. Но признаем де-факто. Уберем санкции. Будем лучше прежнего торговать и вместе богатеть. Но победа в войне, или то, что можно за победу выдать, означает окончание боевых действий. А значит, завершение чрезвычайщины. Снова придется оглядываться на мнение жителей России, вести себя аккуратней, соблюдать хотя бы минимальные приличия, стараться лишний раз россиян не злить. Да и на вопросы придется ответить, что все это было. Как-то, что-то делать с теми, кто вернется с фронта. А зачем все это правителю, который вошел во вкус? Пока война, власти день ото дня все больше, ответственности все меньше. У 145 миллионов россиян падает качество жизни, но не у того, кто все это начал. У всех возможности сужаются, а у него расширяются. До середины 2024 года система считала, что у нее пока недостаточно чрезвычайной легитимности для блокировки Ютуба. Все-таки в России его смотрят десятки миллионов людей. Это и главное средство развлечения, и важный источник знаний, для кого-то возможность заработать, для других помощник в гараже и в доме. Помогает, например, занять детей уставших родителей. Да, у системы руки чесались поломать YouTube с первого же дня войны, да и раньше. В этом нет сомнений. Но окончательное решение созревало постепенно, и даже воплощено было стыдливо. А мы что? Мы-то ничего. Это у них там сервера устарели. Спустя год этой стыдливости уже нет. Власти по всей стране от своего лица и по собственному усмотрению блокируют не только отдельные сервисы, а весь интернет и сотовую связь целиком. Конкретно WhatsApp на момент подготовки ролика пока не заблокировали, но уже открыто заявили позицию. Нет никакого кокетства насчет устаревшего оборудования. Лично Владимир Путин от своего лица приказал душить иностранные мессенджеры. Вернее, поручил правительству подготовить предложения по ограничению их работы. Но такая формулировка не то чтобы сглаживает углы, обычный канцелярит. Хотя еще недавно углы пытались сглаживать, да и фамилия Путин в контексте блокировок не звучала. Теперь звучит. В 2022 году популярны были разговоры, не жалеет ли Путин о своем решении вторгнуться в Украину. Может быть, на каком-то этапе и жалел, когда в планах была маленькая победоносная спецоперация. Но это не важно. Сейчас весь смысл текущей войны сводится к тому, что один немолодой человек живет как никогда хорошо, и жизнь его с каждым днем только улучшается. В 23 году он может то, что не мог в 22-м, а в 25-м свободнее себя чувствует, чем в 24-м. Если возможности так широко выросли за 3,5 года, так почему бы не провоевать еще как минимум столько же? По состоянию на 25 год в России еще остались какие-то видимые атрибуты правового государства. Путин может в открытую приказать отрубить WhatsApp, но не может открытым текстом приказать отрубить кому-нибудь голову. Все-таки пока он не абсолютный монарх по типу Ивана Грозного. Однако, если воевать и дальше, укореняя режим чрезвычайщины, то можно будет, если не по форме, то по сути, править, как Иван Васильевич. Стоит ли говорить, что персонаж этот хорош, только когда его роль исполняют Николай Черкасов, Юрий Яковлев или Петр Мамонов? В исполнении Путина он не понравится никому. Ни крестьянину, ни мещанину, ни боярину. И да, в идейном плане сравнение с Грозным точнее, чем сравнение с тем же Сталиным. Коммунистический вождь хотя бы на уровне декларации был вынужден работать над построением светлого завтра. Заявлять как главную цель коммунистическое изобилие и предлагать советским гражданам притягательный образ будущего.
А предложение Путина соответствует не 20-му, а 16 веку. Терпите и размножайтесь. Впереди еще долгие годы войны и всевозможных лишений. Смиритесь. И предполагаемая блокировка WhatsApp и близко не самое страшное, на что способен путинский режим. Это лишь очень показательная история. Отключение грозит сервису, которым пользуются и врачи с учителями, и полицейские с чоповцами, и министры с депутатами. Все слои общества снизу доверху. С правами, свободами, личной безопасностью и неприкосновенностью все то же самое, просто чуть менее очевидно. Отсутствие правовых гарантий, в отличие от отсутствия сигнала, можно какое-то время не замечать. Или делать вид, что не замечаешь. Но факт в том, что отняты они теперь у всех. Система стремится к безумию именно что Ивано-Грозненского типа. Когда от персональных заскоков самодержца плохо всем сословиям сразу. Такая система движется к ситуации, когда буквально вся страна в одной тонущей лодке, а на берегу лишь один правитель. Нет уже никакой отдельной России специально для неприкосновенных, для лояльных или для богатых. Есть отдельная страна у Путина, и, может быть, у его близких, самых ближайших друзей и личных телохранителей. Да и то мы не знаем, что там происходит. И есть вся остальная Россия, где охреневают жители как хрущевок, так и дворцов. До сих пор мы всегда употребляли слово «оппозиция» применительно к оппонентам действующей власти. Но если вся страна хочет не бояться будущего, нормально жить и, в частности, пользоваться привычными мессенджерами, а один человек этого ей не дает, выходит, у нас этот один человек в жесткой оппозиции ко всей России целиком. И непонятно, что он до сих пор делает на высшей государственной должности президента. До завтра.